Всем привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. В этой части, четвертой, мы с вами вяжем основу зайчика, его туловище. Ссылочки на все остальные части можно найти в описании под этим видео. Провязали обе ножки. Сейчас мы будем связывать их вместе и вывязывать туловище. Ножки проверьте, чтобы заканчивалось вязание на сгибе ровненько. И теперь продолжаем вязать дальше. Вяжем первый ряд туловища. Нам нужно связать вместе первую и вторую сторону. Складываем пополам, вяжем, захватывая первую стеночку и вторую стеночку. Вводим крючок под следующий столбик. И сразу же вводим его под столбик, который находится вот здесь за нашей рабочей ниточкой. Всего должно получиться 10 столбиков. Вот так это выглядит. Провязываем вместе первый столбик, дальше следующий, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, и 10 столбик. Все, соединили вместе обе стеночки. Теперь набираем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Берем вторую ножку, делаем то же самое. Вводим крючок под первый столбик и сразу же под столбик, который рядышком. И провязываем сразу же столбик без накида. Первый. Вот что получается. Следом вяжем второй. Про наполнитель я уже говорила в прошлой части, когда мы вязали ножки. То, что набиваем примерно до обвязки. Вот здесь у меня полная. А здесь ряда 3 остаются без наполнителя, чтобы удобнее было соединить. И они не были сильно пузатыми такими сверху. Так, 3 провязали. 4, 5, 6, 7 уже столбиков, 8, 9 и 10 последний. Все, это был первый ряд туловища. Вот что должно получиться. Ножки смотрим, чтобы смотрели вовнутрь. Если не будут смотреть вот так, будет не очень красиво смотреться. Если вот так, то уже получше. Обычно это самый сложный момент, который возникает в процессе вязания по этому мастер-классу. Поэтому вот на самом деле все очень даже легко. Теперь мы вяжем второй ряд туловища. Делаем воздушную петлю, но это только в этом ряду, для того, чтобы было удобнее начать вязать здесь с полупетли и не пропустить ее. В следующих рядах мы воздушную петлю не делаем, а вяжем просто по кругу. Начинаем вязать, захватывая переднюю, ближнюю к нам, полупетлю. Вот этот первый ряд у нас теперь получается делится. Мы вяжем за одну стеночку петель, ближнюю к нам, провязываем полностью, разворачиваемся и по второй стороне вяжем по оставшейся передней полупетле. Провязываем 10 столбиков без накида.
по первой ножке. Вот видите, я захватываю только переднюю полупетельку, делю столбик напополам и провязываю за него. Вот такая полосочка из передних полупетелек должна остаться на второй стороне. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все, полосочка есть. Дальше мы вяжем по цепочке из воздушных петель 5 столбиков. Тоже получается захватываем одну полупетельку, первый столбик по цепочке, второй, третий, четвертый и пятый. Дальше по следующей ножке. С этой стороны мы вяжем 10 столбиков, потом разворачиваемся и по другой стороне тоже провязываем 10 столбиков. Всего сейчас вяжем 20. Первый столбик, также за полупетлю, второй, 9, 10, развернулись и теперь по этой стороне. По оставшимся полупетлям вяжем 11 столбик, 12, 19 и 20 столбик. Дальше вяжем 5 столбиков по воздушным петлям, оставшиеся полупетельки. Первый, второй столбик, третий, четвертый, и пятый. Далее по другой стороне ножки, по оставшимся полупетелькам, провязываем еще 10 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Вот что у нас получилось. Закончили вязать этот второй ряд. Получилось в общем 50 столбиков без накида. И теперь дальше следующие ряды мы уже без воздушных петель провязываем сразу же в следующую петлю столбик и так далее. Теперь нам нужно с вами перенести начало ряда с этой стороны на эту. Для этого мы провязываем 25 столбиков без накида. Уже вяжем за обе стеночки. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 столбик. Все, провязали. Получается по задней стороне 25 столбиков. Вот так это выглядит. Теперь ставим маркер. Начало ряда переместили. И теперь уже дальше вяжем по кругу. Начинаем вязать третий ряд. Вяжем 2 столбика без накида. Первый. Второй. И вяжем прибавку. Получается, провязали 1 раз, еще 7 раз вяжем 2 столбика, прибавка. Первый, второй, прибавка. Провязали 8 раз 2 столбика, прибавка. И теперь довязываем до конца ряда оставшиеся 26 столбиков без накида. В третьем ряду получилось 58 столбиков. Следующий ряд, четвертый, провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И дальше нужно провязать 24 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий, 23 и 24 полустолбик с накидом. Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 29 столбиков без накида. В пятом ряду провязываем 58 столбиков без накида. В шестом ряду провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Теперь провязываем 24 полустолбика с накидом. Первый, второй, двадцать третий и 24. Дальше довязываем до конца ряда 28 столбиков без накида. Первый, второй. Вот что у нас уже получается. В седьмом ряду провязываем 58 столбиков без накида. В восьмом ряду провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий,
4, 5, 6 и 7. Дальше провязываем 24 полустолбика с накидом. 1, 2. После того, как провяжете столбики с накидом, довязываем до конца ряда 27 столбиков без накида. И следующие ряды с 9 по 19 нужно будет провязать по 58 столбиков без накида. Всего получается 11 рядов. Провязали 11 рядов. Вот что уже получается. Дальше мы вяжем 20 ряд. Провязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 и 10 столбик. Провязываем убавку. Два столбика без накида. 1, 2. Еще повторяем так 2 раза. Убавка. 2 столбика. 1, 2. Убавка. 2 столбика. Всего получилось 3 раза мы провязали. И теперь еще один раз вяжем убавку. Получается, убавки должны располагаться посередине животика. Если у вас они немножко ушли в сторону, то провяжите здесь не 10 столбиков, а, например, больше 12 или, например, 8 столбиков. В общем, можно провязать вот это количество другим, чтобы прибавочки совпали ровно посередине животика. Далее довязываем до конца ряда 34 столбика без накида. Провязали. Последний столбик не довязываем до конца, оставляем 2 петли на крючке и ниточку вытягиваем на лицевую сторону, получается вперед, оставляем, не обрезаем. Присоединяем ниточку цвета тела. И следующий ряд мы будем вязать за задние полупетельки. Передние оставляем свободными, потом вернемся и обвяжем. Вяжем 21 ряд. 13 столбиков без накида за заднюю стеночку петель. 1, 2, 3, 4. Я сразу обвязываю хвостик. 12 и 13 столбик. Дальше мы следующий столбик пропускаем, в него не вяжем. И начиная со второго столбика вяжем 12 столбиков без накида. 1, между ними пропустили 1. 2, 11 и 12. Пропускаем столбик. Следующую петлю снова начинаем вязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 и 13. Пропускаем столбик. Со второго начинаем вязать первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12 и последний вот этот столбик не провязываем. Начинаем вязать ряд со второй петли. Так, это мы уже начинаем вязать 22 ряд, 22, 23 и 24. Всего 3 ряда провяжите по 50 столбиков без накида. Здесь уже вяжем за обе стеночки петли, не пропуская ни одной петельки. Просто по кругу 3 ряда по 50 столбиков. Провязали 3 ряда цветом тела. Теперь оставляем пока эту ниточку, возвращаемся к белой. Провязываем в первый. Провязываем в первую полупетельку воздушную петлю и дальше обвязываем весь ряд столбиками без накида. Довязали, дальше присоединяемся к началу ряда обвязки, делаем соединительный столбик, воздушную петлю, ниточку вытягиваем, обрезаем, и выводим ее во внутреннюю сторону. Здесь внутри можно завязать с вот этим маленьким хвостиком оставшимся, чтобы ниточка уже не вылезла. Добавляем наполнитель в нижнюю часть туловища и продолжаем вязать дальше. Вяжем 25 ряд, провязываем 23 столбика без накида. Первый, второй, 22 и 23. Дальше провязываем убавку. Повторяем так еще один раз. 23 столбика, убавка. И следующий ряд 26 провяжите 48 столбиков без накида. Добавляем наполнитель. Вяжем 27 ряд. Провязываем 7 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый, шестой, седьмой и провязываем убавку. Дальше 2 раза подряд мы вяжем 14 столбиков без накида, убавка. Первый, 13,
14. Вяжем убавку. Так провязали первый раз и еще один раз. Точно так же 14 столбиков убавка. И довязываем до конца ряда оставшиеся 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Следующий ряд 28. Провяжите 45 столбиков без накида. В 29 ряду провязываем 13 столбиков. Первый, второй, 12 и 13. Провязываем убавку. Дальше повторяем так еще 2 раза. 13 столбиков убавка. И следующий ряд 30. Провяжите 42 столбика без накида. Вяжем 31 ряд. Провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вяжем убавку. Далее провязываем 12 столбиков без накида убавка и так повторяем 2 раза. Первый, второй, третий, 11, 12. Вяжем убавку и повторяем так еще один раз. 12 столбиков убавка. Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков без накида. В 32 ряду провяжите 39 столбиков без накида. В 33 ряду провязываем 11 столбиков без накида, убавка, и так повторяем 3 раза. Первый столбик, второй, третий, 10, 11 и провязываем убавку. Вяжем также еще 2 раза. В итоге у нас получается в этом ряду 36 столбиков. И следующий ряд 34 провяжите 36 столбиков без накида. В 35 ряду провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем убавку. Дальше вяжем 10 столбиков без накида убавка 2 раза. Первый столбик, второй, 9, 10. Провязываем убавку. Провяжите так еще один раз 10 столбиков убавка. И после довязываем до конца ряда оставшиеся 5 столбиков без накида. Всего получилось у нас в этом ряду 33 столбика. В следующем 36 ряду мы будем ввязывать ручки. Посмотрите, где у меня заканчивается ряд сбоку. Если у вас ряд заканчивается где-то на спинке или пару столбиков не хватает, довяжите еще дополнительно столбики без накида и перенесите начало ряда. Получается, вы провяжете дополнительно столбики и маркер перенесете на нужное место.
Нужно, чтобы ряд заканчивался, и сразу же следующий мы начинали вязать ручку. В общем, выравниваем, чтобы ручки были ровненько посерединке. Дальше я беру ручку. Смотрим локоточек назад и провязываем столбики, захватывая петли ручки и петли туловища. Всего их получается 5. Первый столбик вместе, второй, третий, четвертый и пятый. Вот так эта деталь выглядит. Далее провязываем по передней части туловища. Одиннадцать столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11. Берем вторую ручку. Также локоточек у нас остается сзади. И ввязываем следующие 5 столбиков, ручку и туловище вместе. Первый, второй, третий, четвертый, и пятый. Далее по спинке довязываем до конца оставшиеся 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, 11 и 12 столбик. Количество петель у нас осталось тоже 33 столбика без накида. Вот что получается. Ручки ровненько. В 37 ряду мы провязываем 9 столбиков без накида, убавка 3 раза. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и вяжем убавку. Так повторяем еще 2 раза. В конце ряда у нас получается 30 столбиков без накида. В 38 ряду провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вяжем убавка, столбик без накида. Повторяем так 3 раза. Убавка,
1 столбик без накида. Второй раз. Убавка. 1 столбик без накида. И третий раз. Убавка. 1 столбик. Эти 3 убавки должны располагаться посередине между ручек. Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 15 столбиков без накида. Добавляем наполнитель. Следующий ряд вяжем 39, 7 столбиков без накида, убавка, и так повторяем 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик. Вяжем убавку. Повторяем так еще 2 раза. И в конце ряда у нас получается 24 столбика. В 40-м ряду провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Дальше вяжем 1 столбик без накида, убавка 3 раза. Первый столбик, убавка, второй столбик, убавка и третий столбик, убавка. Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 11 столбиков без накида. Провязали, и после в следующую петлю провязываем соединительный столбик, воздушную петлю. Ниточку вытягиваем длинную, для того чтобы ее хватило пришить голову к туловищу. Добавляем наполнитель, и наша основная часть кролика, туловище, руки и ноги готова. Встретимся с вами в следующей части, в которой мы будем вязать голову и уже полностью оформлять получившегося зайчика.